Так как я являюсь экспертом в области хитбоксов CSGO, судя по просмотрам предыдущего видео, которое вышло 6 месяцев назад, то ко мне как к эксперту начали обращаться люди и спрашивать, что там с хитбоксами в новом Counter-Strike. Какие-то хитбоксы увеличились, какие-то уменьшились. В этом видео мы заново посчитаем и сравним новые хитбоксы со старыми. В новом Counter-Strike осталась все такая же система регистрации попаданий. Хитбоксы никуда не делись. Давайте отобразим их, чтобы убедиться в этом. Сделать это можно с помощью команды endHitbox. Если навести прицел на бота и вписать эту команду, хитбоксы отобразятся. Как мы можем видеть, количество хитбоксов осталось прежним. Их все так же 19. Расцветка получила небольшое изменение, но думаю, это не так важно. Самое главное, что хит-группы остались такими же. Единственное визуальное отличие можно заметить у кисти рук и стоп. Квадратные хитбоксы стали капсулами. То есть теперь все хитбоксы в новом Counter-Strike являются капсулами. Из предыдущего видео можно было понять, что у разных моделей игроков размеры некоторых хитбоксов отличаются. Как же теперь обстоят дела в новой CS? Давайте разбираться. С помощью инструмента Valve Resource Format можно просматривать ресурсы игр на движке Source 2. Открыв модель игрока в этой программе, можно найти данные о хитбоксах. Определение хитбокса довольно схоже с первым сурсом. Помимо каких-то дополнительных параметров, мы можем видеть все те же точки, по которым задается хитбокс, радиус и хитгруппа. Сравнив хитбоксы каждой модели в новой CS, я пришел к выводу, что все они одинаковые. То есть в новом Counter-Strike хитбоксы у террористов и контртеррористов, а также у их различных моделей, одинаковые. Как я понял, к каждой модели подключен один и тот же анимсет, который содержит эти хитбоксы, ну и сами анимации. Модели террористов используют анимсет T, а модели контртеррористов анимсет KT. Отличие размера этих файлов можно объяснить тем, что файл с анимациями террористов использует файл с анимациями контртеррористов. Итак, наверное, это замечательно, что у всех моделей одинаковые хитбоксы, и игроки будут играть на равных условиях. Теперь не мешало бы понять, насколько отличается размер хитбоксов CSGO от новой CS. В отличие от предыдущего видео, где я ошибочно рассчитывал объем, в этом я ошибочно буду считать площадь поверхности. Вычислив площадь второй CS и сравнив их с CSGO, я составил Google таблицу. По данным этой таблицы можно понять, что хитбокс головы увеличился от 4 до 20% по сравнению с CSGO. Шея, наоборот, уменьшилась от 13 до 28%. Также уменьшились кисти рук и стопы. Почему же хитбокс головы так увеличился? Все дело в том, что радиус капсулы головы стал составлять 4,3 юнита, вместо 4,1-4,2, как это было в CSGO. А высота цилиндра стала 4,78 юнита. Такая же высота цилиндра была у сасовцев. Это может означать, что в качестве основных хитбоксов для новой CS были взяты хитбоксы сасовца, который имел максимальный размер головы. На визуальном сравнении можно увидеть отличие хитбоксов головы у минимального хитбокса в CSGO и текущего в CS2. Довольно заметная разница по высоте. А вот сравнивая с максимальным хитбоксом, сложно заметить какую-то разницу, так как отличие лишь в радиусе на 0,1. По остальным хитбоксам нет смысла что-то говорить. Они не так важны и не сильно способствуют убийству противника. В другой таблице я сравнил новый хитбокс головы с хитбоксами моделей игроков из CSGO, чтобы понять, у каких агентов хитбокс увеличился. Тут мы можем наблюдать, что увеличение на 20% произошло у профессионалов, на 13% у ФБР, на 12% у национальной жандармерии и СВАТ, на 11% у боевых пловцов, СТ-6 и Фениксов, на 9% у Балканов, на 5% у элитного отряда, на 4% у сасовцев. Все модели со скинами для агентов присутствуют в новом Counter-Strike, а вот большинство стандартных моделей не хватает. Возможно, их добавят позже в качестве новых скинов. Из всей этой информации можно сделать следующий вывод. Теперь все агенты по хитбоксам одинаковые. Если для вас важно повысить свои шансы на выживаемость, следует при выборе скина учитывать его читаемость и количество лишних объектов модели, которые могут помочь противнику в вашем обнаружении. Из-за увеличенного размера хитбокса до 20% теперь станет проще попадать по вашей голове и голове противника. Не думаю, что эти хитбоксы будут менять, но если это случится, то изменение будет происходить для всех моделей одинаково. Возможно, сами модели теперь будут подгонять или уже подгоняли под размеры хитбоксов. На этом видео заканчивается. Эксперт в области хитбоксов CSGO высказал свое экспертное мнение. К сожалению, данный эксперт не является экспертом в области инвестирования и не знает, можно ли использовать информацию из видео для какой-то выгоды. Поэтому ищите других экспертов в интернете.